Здравствуйте! Начинаем цикл видео «Жизнь в Армении». Многие мои соотечественники задавали мне вопросы по поводу жизни в Армении, поэтому было принято решение записать несколько роликов для того, чтобы и другие люди тоже смогли узнать о том, как здесь живется, обо всех нюансах. Предыдущий цикл роликов был посвящен жизни в Турции. Ссылку на этот цикл я оставлю в описании. Еще раз повторюсь, что описание жизни в той или иной стране я веду с позиции обычного человека, располагающего обычными средствами, как и окружающие люди, а не с позиции мажора, который пользуется всеми благами туристических услуг. А значит, далее речь пойдет не о кафе, отелях и салонах красоты, а об обычной бытовой жизни, как это было и в прошлом цикле про Турцию. Армения – это бедная страна, от которой не стоит ожидать роскоши, хотя и она тут тоже есть. Да и тема роликов не о роскоши. Впрочем, даже в пустынях при наличии денег можно обнаружить люксовые виллы и отели. Сейчас съемка ведется не на окраине Армении и не в послевоенной области, а на окраине центра столицы Армении Еревана, недалеко от станции метро. Приехать на автобусе или поезде из Турции в Армению нельзя, хотя у них земная граница и общая, но вот такая дурацкая политика. Но верх ее дурости в том, что это можно легко сделать на самолете. Итого билет на рейс Анталия-Ереван стоил 3500 лир. В эту сумму вошел багаж в виде одного среднего чемодана и спортивной сумки, что вышло около 9000 рублей примерно. По моим примерным подсчетам, можно было бы наземным путем добраться до Армении. Сесть на автобус в Анталии, доехать до границы с Грузией, там сесть на маршрутку и доехать до Тбилиси. В Тбилиси сесть на маршрутку и доехать до Еревана. Это заняло бы примерно 2 суток, и плюс дорожные расходы по сумме вышло бы примерно то же самое, но при этом намного дольше и сложнее. После приезда из Турции ощущение было, что я оказался в 2000 году в России. Это было первое впечатление. Старые мерседесы в такси, и не только. Армяне в кожаных куртках и спортивных штанах, перекидывающие ключи или четки на пальцах, будто машина времени отправила на 25 лет назад. Ну что ж, какая есть страна, такая и есть. В Афганистане-то еще экстремальнее будет. Претензии предъявляют только к цивилизованным странам, так как их статус позволяет это делать, странам первого мира, как говорится. А здесь совсем другая история. Таксисты-бомбилы везде одинаковые, поэтому говорить о том, как они завышают цены на поездки, смысла нет. Поездка вышла 3000 драм, это около 500 рублей за 9 километров до хостела. По указанному адресу хостела не оказалось. Таксист почему-то не знал, где находится старый хостел в этом районе. Я вышел в промзоне по тому адресу, который ему сказал, сказав, что дальше сам найду. Но таксист беспокоился о том, что оставил меня в мутном месте в 3 часа утра. Это было приятно, конечно, но все же я его отпустил, потому что мне не привыкать что-либо искать в неизвестной стороне. Ориентируюсь я хорошо на местности, ну а хостел оказался в 300 метрах. Стоимость одной ночи 3000 драм, что было около 480 рублей. Это был самый дешевый хостел в Ереване, который находился практически в центре города. Позже оказалось, что и самый адекватный хостел. Я не был в других хостелах, поэтому буду рассказывать об этом как о привычном и обычном для меня месте, поскольку чего-то необычного я там не обнаружил. Значит, в нем был номер с 12 двухъярусными кроватями, было также 2 номера с 2 двухъярусными кроватями
и 4 номера с двухспальными кроватями. Wi-Fi, интернет, душ, туалет, стирка постельного белья, уборка номеров входили в стоимость оплаты. В хостеле также была кухня с холодильником и плитой и 2 свободных лаунж-зоны с креслами и диванами. На кухне можно было готовить еду без всяких проблем. Никаких разделений по гендерным признакам в хостеле не было. То есть комнаты были для пользования всех людей всех полов. То есть люди разных полов и разных этносов из разных стран спали в одной комнате. Дебоша никакого не было, все в пределах разумного, так как и управляющий был адекватным. Проезд на маршрутке или автобусе по городу стоит 100-150 драм. Это примерно 25-35 рублей по текущему курсу. 4,3 драма за рубль. Для поиска нужного маршрута по Еревану есть приложение A2B, называется. A2B по-другому. Метро стоит тоже 100 драм проезд. Газом здесь практически все снабжены, только не всем он по карману. За двухкомнатную квартиру отопление зимой за газ выходит 35 тысяч драм, что довольно дорого даже для Армении. Вот как видно сейчас, это газовые счетчики, которые идут в квартиры. На первых этажах в большинстве квартир стоят металлические решетки. Вот снова газовые счетчики. Атмосфера, которую создают всюду висящие провода, куча металлических труб, металлические козырьки над окнами, решетки на окнах, напоминает что-то такое суровое 90-х годов в средней полосе России. Город Электросталь, Челябинск. Здесь до сих пор принято сушить белье на улице на веревках, растянутых между домами. Такой совдеповский способ, которым до сих пор пользуются в Одессе. Хотя в магазинах продаются обычные сушилки современные, на которые вешают белье, но здесь чаще всего используют уличную сушку на длинных бельевых веревках, которые перетягиваются через колеса. А что по поводу асфальта, то в городе он более-менее есть, а за пределами города он есть частично. Впрочем, как и в России, например, в Краснодарском крае он есть, а за пределами его он тоже частично есть. На этом пока закончу первую часть и буду подготавливать материал для следующей. Впереди еще много тем нужно осветить и разобрать. Пока я тут нахожусь, могу вам оказать какую-то услугу за договорную плату, так как на данный момент не работаю. Возможно, кто-то захочет купить товар иностранных брендов, которые ушли с рынка России, или что-то передать, отправить. Как вы заметили, съемка ведется с рук, поэтому изображение дрожит. К видео была применена стабилизация изображения, поэтому оно немножко плавает, а без этого дрожало бы еще сильнее. Хотел бы приобрести штатив со стабилизатором, чтобы изображение было приятнее. Если кто-то может финансово помочь, я оставлю реквизиты в описании. Если интересно, о каком хостеле была речь, или есть какие-то вопросы другие, задавайте в комментариях, постараюсь ответить. Если вопрос будет стоящим общего внимания, то сниму контент с видеоответом. Благодарю за внимание. Всего доброго.